Добрый день, мои дорогие друзья! Вы на канале Астрология доступна каждому. Меня зовут Оксана Семенович, я автор и ведущая этого канала, я ведический астролог. И сегодня у нас с вами прогноз на 2026 год для Дев, восходящих, лунных и можно даже солнечных Дев. Но прежде чем вы приступите к дальнейшему просмотру этого видео, если вы на моем канале в первый раз, то я прошу вас обратить внимание на то, что я ведический астролог, и все прогнозы здесь публикую по ведической астрологии, а не по месяцу рождения. И для того, чтобы этот прогноз у вас работал, нужно смотреть его по своему знаку в ведической астрологии. Как узнать свой восходящий знак, я рассказывала в видеоинструкции, ссылка на которую у вас сейчас появится в правом верхнем углу. Постройте, пожалуйста, свой гороскоп, посмотрите свой восходящий знак, либо если вы не знаете точное время своего рождения, то тогда знак зодиака Луны. И для этих знаков смотрите прогнозы. Для овнов-львов видео на канале уже вышли. Если вы не дева, но не овен и не лев, то тогда для весов и рыб прогнозы еще впереди. Подписывайтесь и ждите ваши видео, а пока можете смотреть прогнозы на месяц. И в целом на канале много интересной информации по астрологии. Значит, теперь давайте обсуждать, что же ожидает Дев в 2026 году. И на этой картинке у нас транзиты на 1 января 2026 года. Я напомню, что в целом годовые прогнозы такие общие. Это, естественно, не личные прогнозы, где мы рассматриваем ваш гороскоп в зависимости от точного времени вашего рождения. Но в таких прогнозах на год мы рассматриваем планеты, которые формируют длительные тенденции. Это Сатурн, Юпитер, Раху и Кету. Потому что, в принципе, ежедневная рутина, чем мы занимаемся, это медленные, это быстрые планеты, это Меркурий, Венера, Солнце и так далее. И эти транзиты я обозреваю каждый месяц на канале. Каждый месяц выходит видео. А вот такие вот видео — это наши глобальные фокусы, цели, планы, то, над чем мы будем работать, и такие значимые перемены в нашей жизни, которые будут формироваться благодаря тяжеловесам нашим Сатурну, Юпитеру, Раху и Кету. И на этом слайде то, что мы видим, это картинка на 1 января, но это не новость, это не новое положение. Такое же положение планет было у нас до октября 2025 года. Сатурн у нас в 2025 году зашел в ваш 7-й дом гороскопа, Раху зашел в ваш 6-й дом гороскопа, и Юпитер в начале 2025 года зашел в ваш тоже 10-й дом гороскопа, а с октября по декабрь переходил на время в ваш 11-й дом гороскопа. Но сейчас вернулся. И давайте поговорим, что у нас из тенденций на 26 год и конкретно на первую половину 26 года. Значит, начну я с Сатурна. Сатурн у нас 2,5 года идет по одному знаку и выйдет из вашего 7-го дома гороскопа. И то там тоже будут нюансы, потому что он будет еще возвращаться. Но выйдет он из вашего 7-го дома гороскопа в 2027 году. По-моему, в июне, если я не ошибаюсь. Сатурн в 7-м доме гороскопа создает в первую очередь две важных тенденции. Как управитель 5-го дома гороскопа, дома влюбленностей, он формирует тенденцию для дев, для некоторых из дев на влюбленность и на то, чтобы формировать пару, вступать в отношения по любви. Но это с одной стороны. С другой стороны, Сатурн у нас управляет 6-м домом, который тоже вносит свои коррективы в 7-й дом гороскопа. А эти коррективы у нас такие. 6-й дом — это дом врагов, долгов, судов, болезней. И поэтому для некоторых дев настало время очень серьезно разобраться в отношениях. Сатурн — это планета статуса. И если девы не в отношениях, вернее, если девы в отношениях, но эти отношения официально не оформлены, то в эти 2,5 года Сатурн говорит: так, оформлять отношения. Как хочешь,
как хочешь, но нужно. Сатурн — это планета принуждения в каком-то смысле, поэтому для некоторых это будет вынужденная необходимость, для некоторых это будет такая рутина, сложно преодолеваемая, потому что Сатурн — это планета медленная, возможно, это все будет медленно двигаться, если вы будете оформлять отношения. Эти отношения могут быть оформлены потому, что, например, наступила беременность, либо потому, что нужно по каким-то вопросам, но также эти отношения могут быть оформлены через судебные органы, с помощью судебных органов. Но также для некоторых дев это может быть и ам, препятствия в отношениях. То есть какие-то препятствия в любом случае Сатурн может вносить препятствия, но даже не турбулентность, а такое вот, знаете, Сатурн все-таки он у нас долготерпящий, и скорее всего вот эти препятствия могут входить в отношения как длительное, постоянное какое-то напряжение, либо отдаление. Сатурн в целом, конечно, формирует тенденцию на отдаление от партнера. И может быть такое, что несмотря на то, что вот, допустим, Сатурн говорит о том, что отношения нужно зарегистрировать, может быть и отдаление от партнера по каким-то причинам. Либо партнер очень сильно занят, либо вы постоянно на расстоянии. То есть могут быть периоды длительных разлук в ближайшие 2 года. 2,5, пока Сатурн идет, но у нас уже осталось чуть меньше 2 лет до конца этого транзита. То есть длительные разлуки, когда вы месяц не видитесь, 2 месяца не видитесь, 3 месяца не видитесь. Такие тенденции Сатурн может создавать. Кстати, интересно, что у нас вообще-то тут еще идет Нептун, который там буквально год назад, Нептун, который буквально год назад или 2 года назад зашел в 7-й дом гороскопа, поэтому тут можно сказать, что, опять же, сейчас у меня полетят камни, что в ведической астрологии Нептун не рассматривается, но я наблюдаю, и я вижу, что этот Нептун по 7-му дому гороскопа может давать такие истории девам с точки зрения личной жизни, когда, например, партнер становится очень нептунианским, либо партнеры приходят очень нептунианские. А нептунианские — это какие? Конечно, первое, что может приходить в голову, это какие-то странные, мутные, но это могут быть партнеры, либо партнеры могут, в принципе, сами к этому в этот момент прийти, к творчеству, но и к увлечениям каким-то, зависимостям, но и к тому, чтобы, может быть, играть, то есть игромания какая-то. То есть партнеры могут становиться вот такими более нептунианскими, связанными с жидкостями, связанными с иллюзиями, связанными с тайнами какими-то, либо партнеры могут приходить, которые, либо ваши партнеры могут становиться, либо могут появляться в вашей жизни партнеры вот такие вот какие-то очень странные, которых не раскусить с первого раза, вот такие вот. Ну, это так, маленькое отступление. Наблюдайте за вашими партнерами, где вы, кто в отношениях, что происходит в вашей жизни, потому что сфера Нептуна в 7-м доме гороскопа, вот это вот влияние Нептуна можете вы заметить по своим партнерам, что они могут вот начать увлекаться творчеством, допустим, либо начать хотеть заниматься чем-то связанным с жидкостью, либо их резко увлекут игры какие-то, что-то связанное с иллюзиями, либо их очень сильно увлечет вот эта вот виртуальная реальность, искусственный интеллект, что-то такое. Но и приходить тоже могут партнеры. Моряки, например, какие-нибудь, те, кто связаны с водой, те, кто связаны с жидкостями, в принципе, с перевозками какими-то и так далее. Потом по Сатурну в 7-м доме гороскопа он, конечно, сужает количество партнеров, снижает количество партнеров в вашей жизни, ограничивает. То есть, допустим, если вы до транзита Сатурна встречались сразу с 2, с 3, ходили на свидание, то Сатурн может очень сильно
ограничить, отрезать как будто бы из вашей жизни всех лишних, оставить фокус только на одном человеке, например, когда вам нужно определяться и выстраивать отношения с конкретно этим человеком. Ну, с одной стороны, это прекрасное время для построения отношений, потому что Сатурн — планета зрелости, все-таки такого трезвого подхода, планета труда, дисциплины, усилий, ответственности. И это время на то, чтобы ответственно подходить к построению отношений. Еще одна тенденция по Сатурну — это то, что нужно много усилий прикладывать с точки зрения детей, творчества, проектов, учебы. И может быть такое, что вы в этот период можете получить какие-то сертификаты, какие-то бонусы от учебы с точки зрения именно лицензия, сертификат, диплом и так далее, и так далее, и так далее. Дети могут тоже прикладывать какие-то много собственных усилий в чем-то. И дети, кстати, тоже могут по этому знаку зодиака Рыб увлекаться творчеством в этот промежуток времени, становиться каким-то более тоже иллюзорным такими, в общем-то. Но и много собственных усилий для детей в этот период времени. А еще одна тенденция — это аспект Сатурна на 9-й дом гороскопа. И аспект Сатурна на 9-й дом гороскопа вносит в нашу жизнь очень много не рутины, бюрократии. Учеба, конечно, тоже, но и бюрократия. Много бюрократии, бумажек, обращения в государственные органы, обращения к адвокатам, нотариусам, юристам, ученым людям, знающим людям. Поэтому Сатурну тоже такая есть тенденция. Потом еще одна тенденция по Сатурну — это аспект на 1-й дом гороскопа. И эта тенденция перекликается с Раху. Раху у нас идет по 6-му дому болезней, и Сатурн, как управитель 6-го дома болезней, аспектирует 1-й дом гороскопа. Поэтому фокус на здоровье тоже, как вот у львов. Просто только недавно записывала, буквально полчаса назад, видео для львов, и у них тоже такой год здоровья. И у дев еще пока что тоже тенденция на то, чтобы заниматься здоровьем в том числе. Похудение, кстати, если, допустим, до этого у вас был лишний вес, то это вопросы похудения могут быть. Сатурн немножко иссушивает наше тело. Поэтому могут быть такие истории, когда вы похудели, просто, ну, ничего для этого не делали, оно раз и похуделось. Тоже такое может быть. Но и фокус на здоровье тоже в том числе. Кстати, вот еще по Сатурну не сказала, что это могут быть с партнером совместный бизнес, совместная работа, совместное занятие спортом. И могут быть какие-то помощники. По Раху в 6-м доме гороскопа может быть желание, конечно, тоже иметь помощников, иметь каких-то людей, которые вам помогают. И совместная работа, совместный труд с партнером, совместная рутина, совместное преодоление препятствий, совместное лечение какое-то может быть, совместные какие-то судебные дела тоже, если в вашей жизни такое возможно. По партнерству, и если у вас бизнес-партнерство, то это могут быть тоже такие разногласия с бизнес-партнерами. И даже они могут, эти разногласия, через судебные процессы тоже проходить. Но в целом Сатурн здесь все равно для дев в очень хорошем положении. Он укрепляет дом детей, он укрепляет дом творчества, учебы, проектов, дом, который отвечает за развлечения какие-то, которые могут приходить в вашу жизнь внезапно. И укрепляет дом гороскопа, который отвечает за романтику и влюбленности. По аспекту Сатурна на 9-й дом гороскопа, помимо большого количества рутины, нерутины, опять же, бюрократии, бумажек различных, вот это вот самая-самая неприятная отличительная черта — это бумажки и необходимость ходить по инстанциям. Есть еще тенденция на отдаление от руководства, либо от отца. То есть, если вы работаете у кого-то в подчинении, то может быть необходимость, допустим, ну, не то, что необходимость, то в отношениях с руководителем может быть дистанция, либо в отношениях с отцом может быть дистанция, либо в отношениях с
вышестоящим каким-то, с учителем может быть дистанция, но и обращение к учителям и к таким людям тоже может быть. По вопросам учебы, по вопросам детей тоже, по вопросам творчества, проектов и всего в таком роде. Хотя все равно Сатурн у нас здесь в сильном для себя положении, в раджа-йоге, в королевской комбинации. Он в целом создает благоприятные тенденции, я бы сказала, все равно для дев по этому девятому дому гороскопа. Заниматься своей философией, религией, мировоззрением, то есть какого-то мировоззренческого характера вопросы по девятому дому гороскопа тоже по Сатурну тут могут быть. Еще одна тенденция — это четвертый дом гороскопа, аспект на четвертый дом гороскопа у Сатурна. А четвертый дом — это дом места жительства, дом психики нашей, дом нашего внутреннего ощущения счастья, дом транспорта. Поэтому у дев могут быть ремонты, у машин, дома могут быть ремонты, поломки тоже. Сатурн как управитель шестого дома, вот дома, который отвечает за сервис, аспектирует четвертый дом гороскопа. Я бы не сказала, что это тенденция на переезд, но тенденция на то, чтобы что-то поменять в доме, она есть на то, чтобы что-то менять, ремонтировать, чинить, заниматься домом, уделять внимание много дому, много месту, где вы живете, либо много машине, если у вас машина, думать об этом, строить опять же планы, цели какие-то и так далее, и так далее. Все, что связано с ремонтами, с тем, чтобы наводить порядки тоже. И Сатурн может давать какое-то ограничение в том месте, где вы живете, какую-то неустроенность, например, жить в тесноте. Кто-то приехал, стало много людей. Может быть, не постоянная тенденция, но может быть такое, что периодически вы живете в каких-то ограничениях, в каких-то суровых, может быть, условиях, либо в условиях, где холодно, где неуютно или что-то в таком роде. Ну и еще тут вот тоже психологический настрой. Это наша психика, психологический настрой, поэтому может быть желание тоже разобраться в себе, может быть желание поработать над своим внутренним состоянием. И здесь у нас еще дом мамы. Поэтому какая-то рутина, связанная с мамой, какие-то планы, связанные с мамой, либо отдаление от мамы, либо желание с мамой как-то приблизиться. Мама тоже, кстати, может проходить через какие-то процедуры, потому что у нас Сатурн аспектирует шестой дом гороскопа. Мама тоже может быть занята вопросами здоровья в эти годы, пока Сатурн идет по седьмому дому гороскопа. Но и больше тенденция для любви к маме, для любви к тому месту, где вы живете, либо для любви влюбляться в те места, в которых вы бываете, тоже такая есть. Раху у нас навел шороха в шестом доме гороскопа, потому что сначала у нас шел Сатурн по шестому дому гороскопа, и он дев некоторых отдалял от работы. То есть я знаю, что даже некоторые девы по этому транзиту Сатурна, когда Сатурн шел 2,5 года по шестому дому гороскопа, ушли с работы, ушли на покой, не работали, либо работали мало, либо работа была вот так вот подчинена какому-то расписанию, графику. И это было 2,5 года до 2025 года. А потом Арах ушел здесь. Это вот прям рост партнеров, рост партнерства. Арах ушел здесь, Сатурн шел здесь. И значит, Сатурн и Раху у нас поменялись местами. Там, где был рост количества людей в вашей жизни, новых партнерств, количество клиентов, количество бизнес-партнерства, коллективов каких-то и в целом клиентов. Раху шел по седьмому дому гороскопа, это раздувался, но Сатурн при этом снижал количество работы. То есть может быть много такого общения, много людей в вашей жизни, и при этом не так много работы, либо работа вся по графику, по расписанию. И они поменялись местами. Сатурн снижает количество вот этих вот людей, которыми вы могли обрасти в момент транзита Раху, а Раху вводит
в тему шестого дома гороскопа какой-то хаос, нарушить все планы, цели, нарушить все графики, но и захотеть очень сильно пойти на работу или что-то поменять в работе. И если вы уволились, допустим, с работы, либо у вас было мало работы, то Раху в шестом доме гороскопа, если даже вы еще не захотели пойти на работу, либо не устроились на работу, то Раху в шестом доме гороскопа, как и Юпитер в десятом доме гороскопа, он может расширить, дать вам работу, дать желание работать, увеличить количество работы, либо просто какие-то предложения. То есть вы вроде как и не планируете, да, но какие-то предложения появляются по работе, что вот, пожалуйста, дорогая дева, иди работай. Вот, пожалуйста, дорогая дева, вам нужно работать. Но это может быть желание еще из-за того, что Раху аспектирует второй дом гороскопа, то есть желание заработать денег, обеспокоенность деньгами, какие-то идеи по поводу денег. Точно так же Раху может давать какую-то обеспокоенность темой зубов, зрения, питания, странности в здоровье. Кстати, странности с точки зрения здоровья. Даже по себе могу сказать, как дева. То есть могут быть такие истории, когда, допустим, не могут поставить диагноз. Но обычно это не то, что не могут поставить диагноз, а обычно, когда организм плохо поддается какому-то лечению. Раху, он все-таки такой, он что-то раздувает. И когда организм плохо поддается лечению, когда там нужно увеличивать дозировку лекарства, если у вас есть какие-то хронические заболевания, то такое тоже может быть. А помимо этого, Раху это все, что связано со странностями в шестом доме гороскопа такого характера. Мошенники все всплывают. И я вот как дева могу сказать, что у меня за этот год, когда Раху зашел, ну, Раху зашел у нас в начале 2025 года, не в начале, там где-то весной 2025 года. И у меня за этот период были 3 случая, когда активировались прям очень сильно мошенники. У меня воровали видео на YouTube, если вы не знаете. Кто-то из моих подписчиков, возможно, кстати. Я не знаю, был ли на меня подписан этот человек, но этот человек просто скачивал мои видео, запустил свой канал и на своем YouTube-канале выдавал видео мои за свои. Были другие случаи, но это вот про то, что Раху в шестом доме гороскопа может делать. Он может раздувать количество вот таких вот препятствий. И в том числе эти препятствия могут касаться и любых сфер. То есть и ремонт, и работа, и рутина, и сервис, и здоровье, и судебные вопросы, то есть какие-то вот странности. Плюс еще к тому Раху в шестом доме гороскопа может давать девам большую склонность к аллергиям, и большую склонность к подверженности укусам насекомых, диких животных, поэтому клещи, вот это вот все. Будьте аккуратны, потому что вы, можно сказать, под прицелом, когда Раху идет по шестому дому гороскопа. Но Раху в шестом доме у вас в Водолее, он находится в хорошем для себя положении, в сильном для себя положении, поэтому он и дает вот это вот все может вносить в нашу жизнь, ну и дает возможность с этим справиться, разобраться, избавиться и так далее, и так далее. Поэтому в целом можно сказать, что не пугаемся. Да, Раху наводит шороху, хаоса и необходимость разбираться с какими-то препятствиями, наводит смуту в нашу работу, может давать какие-то поломки внезапные. И тут же и Сатурн у нас аспектирует четвертый дом гороскопа, который тоже говорит, что там типа ремонтировать что-то может быть надо. Но в целом Раху в сильном для себя положении здесь находится и дает и силы справиться со всеми этими препятствиями, рутиной, со всей этой ерундой. Но, кстати говоря, еще может быть такое, что работа может быть связана с чем-то высокотехнологичным, либо в сфере авиации, либо с иностранцами. Желание приобрести помощников в работе, желание работать, может быть, в сферах химических каких-то, с искусственным чем-то. Это все может давать Раху, и эта тенденция еще до ноября у вас будет 26 года. А что еще интересно, что у нас Раху и Юпитер нарушают спокойствие в работе, потому что оба у нас идут, две планеты, одна расширение, другая раздувание, идут по шестому дому работы
и 10-му дому работы, поэтому они вносят, конечно, вот такую вот турбулентность. То густо, то пусто. Сегодня есть, завтра нету. Может быть много работы впустую тоже. И желание что-то поменять в работе, желание получения каких-то статусов. Раху дает желание получения иностранных статусов или каких-нибудь странных статусов. Ну и работать вот в таких вот сферах или с такими людьми, которые для вас являются иностранцами, либо с которыми вы говорите на разных языках, то есть не понимаете друг друга. Такое может быть. Раху, в принципе, все равно выводит на поверхность всех недоброжелателей. Их становится больше по этому Раху, но они выходят на поверхность. То есть те, кто вам вредит, вы как бы можете вычислить, кто вам вредит. Транзит Раху по 6-му дому гороскопа у нас, в принципе, на то, чтобы действительно очень сильно что-то хотеть поменять в работе, и в том числе на то, чтобы заниматься вопросами здоровья, но еще и спорта может стать больше в вашей жизни по Раху в 6-м доме гороскопа. И спорта, и необходимости что-то менять в вашей рутине по спорту. Кстати, спорт совместно с партнерами, может быть, я уже об этом говорила. Значит, про Юпитер. Хочется сказать про Юпитер. Вот эта картинка у нас не новая. С марта 2025 года по октябрь 2026 года Юпитер шел в таком же транзите по вашему 10-му дому гороскопа. И Юпитер в этом положении дает, во-первых, опять же, как и Сатурн в 7-м доме гороскопа, определиться в отношениях. То есть дает необходимость официально зарегистрировать отношения, получить статус в отношениях, в команде, в бизнес-партнерстве. То есть если вы не зарегистрированы, то в эти периоды, может быть, вы в прошлом году уже как бы над этим думали, над этим работали. Может быть, вы в прошлом году пытались зарегистрировать отношения, у вас что-то не срослось, либо пытались как-то поменять статус в отношениях, у вас что-то не получилось. Сейчас повторный транзит Юпитера по 10-му дому гороскопа, и он завершающий на то, чтобы закончить этот процесс, закончить процесс вхождения в какой-то коллектив, например, формирование какой-то команды, формирование бизнес-партнерства, либо получение статуса в партнерстве. И в целом, конечно, Юпитер по 10-му дому гороскопа может давать какую-то известность, но эта известность, это не значит рост количества там ваших подписчиков или еще чего-то. Эта известность как бы может быть разного характера. Известность может быть, когда нас обсуждают. В целом Юпитер способствует как бы количеству общественных дел, либо проявления в общественных вопросах, либо получения большого количества статусов, но это не всегда означает, что вы там прям вау на виду и вами восхищаются, просто вы как бы погружены в общественные вопросы, либо в вопросы получения статусов общественных в том числе. Еще Юпитер, как управитель 4-го дома места жительства, недвижимости и транспорта, в транзите по 10-му дому гороскопа склоняет к тому, чтобы жить не дома. Если вы живете у себя дома в собственной квартире, то этот транзит на то, чтобы временно пожить в каком-то арендном жилье либо в гостинице. Если вы живете даже в арендном жилье, то Юпитер все равно выгоняет из дома на то, чтобы пожить временно в каком-то арендном жилье либо гостинице. То есть поехать, возможно, куда-то. Опять же, вспоминайте первую половину 2025 года, с марта по октябрь, были ли у вас такие поездки. И еще Юпитер заставляет получать официальный статус, то есть, может быть, начать оформлять, либо у вас уже это будет вторая попытка начать оформлять что-то, что связано с местом жительства, с недвижимостью, с транспортом, либо для мамы. То есть получать официальный статус для своего жилья, допустим, легализовать какую-то землю, узаконить перепланировку, перестройку, машину какую-то, для мамы какие-то, может быть, документы сформировать, оформить и так далее, и так далее. Может быть, маме помочь наладить личную жизнь. Если ваша мама не в отношениях, то этот транзит тоже для того, чтобы маме налаживать личную жизнь, помогать маме с налаживанием личной жизни. Кстати, у некоторых дев, у партнеров, если вы в отношениях, у партнеров могут происходить переезды, связанные с работой,
либо могут, допустим, давать партнеру транспорт рабочий какой-то, либо какое-то жилье от работы, либо, может быть, временно тоже партнеры могут пожить ваши от работы где-то. Может быть, у вас будет связана вот эта вот поездка тоже с работой партнера. Но в целом Юпитер, конечно, тут склоняет больше к тому, чтобы заниматься статусами, и Раху тоже склоняет к тому, чтобы заниматься статусами. То есть тема получения какого-то статуса у вас выйдет на первый план в первой половине 2026 года. Потом 17 февраля 2026 года будет солнечное затмение в вашем шестом доме гороскопа. Это для дев будет, для кого-то, кто ищет работу, значит, будет выход на работу, смена работы может быть обращение в судебные инстанции, начало занятий спортом, начало какого-то лечения, у кого-то может быть ипотека и так далее. Все затмения я обычно обозреваю, отдельно выпускаю видео, поэтому просто для себя пока отмечайте, в каком промежутке времени это может быть. И 3 марта 2026 года будет лунное затмение в 12 доме гороскопа. Но лунное затмение в 12 доме гороскопа может означать поездку, переезд, длительная поездка, длительный переезд, посещение больниц, санаториев, медицинских учреждений и так далее. А период с 1 июня 2026 года по 31 октября 2026 года это повторение периода с октября 2025 по декабрь 2025. То есть вот такие транзиты в 2025 году тоже были. Они были в период октябрь-декабрь 2025 года. И это транзиты, я считаю, что для дев по Юпитеру. Здесь у нас только Юпитер меняет знак на вот этот вот короткий промежуток времени. И здесь я считаю, что для дев очень крутые транзиты, потому что это планета расширения, планета оптимизма, мудрости, философии, денег, удачи. Заходит в ваш 11-й дом, который связан с наградами, с достижениями, с исполнением желаний, с постановкой целей, в дом, который отвечает за различные сообщества, за друзей, за прибыль, за награды. Поэтому если у вас есть возможность в этот период поучаствовать в каком-то конкурсе, податься на какую-то номинацию, подавайтесь. Это будет период получения подарков, возможно, расширение коллектива, в которых вы состоите. Этот транзит Юпитера благоприятный, потому что он немножко смягчает действие Сатурна в 7 доме гороскопа. Вот это вот отдаление от каких-то людей, от какого-то партнерства, либо сужение круга общения и круга людей в вашей жизни, может быть, уменьшение количества клиентов. Сатурн здесь у нас как бы заставляет фокусироваться на нескольких, допустим, либо на одном человеке. Юпитер расширяет количество людей, с которыми вы взаимодействуете. На время дает вхождение в новые коллективы, расширение коллективов. Возможно, возвращаться будете в те коллективы, в которых вы были с октября по декабрь. Ну и это же время для достижения партнеров, возможно, повышение заработной платы у партнеров, возможно, тоже какие-то премии, бонусы, у партнеров какое-то творчество, у партнеров какое-то обучение, успехи детей. Юпитер будет поддерживать тему детей, тему деторождения, тему учебы, тему творчества, заниматься каким-то творчеством, создавать какие-то проекты, воспитывать детей, может быть, либо с ними больше взаимодействовать и так далее, и так далее. Но дети, кстати, здесь могут уезжать на какое-то время, здесь может быть разлука с детьми, в принципе. На какой-то промежуток времени у детей может меняться в личной жизни, либо в коллективах тоже происходить перемены. Но в целом 11-й дом это хорошо, транзит Юпитера по 11-му дому хорошо, он дает благословение на то, чтобы получить какие-то документы, которых вы ждете, ожидаете, либо сделать запрос на какие-то документы. Точно так же может быть какой-то
общение с братьями и сестрами, с друзьями. Если вы в какой-то ссоре, то помириться с друзьями. И вообще я бы рекомендовала на этот период запланировать себе прописывание целей, стратегии, составление списков желаний, карт желаний и так далее, потому что Юпитер в доме наград, достижений, будущего и исполнения желаний. И Юпитер — это планета оптимизма и расширения, поэтому на время транзита Юпитера по 11 дому гороскопа какие-то приятные, хорошие события, бонусы входят в вашу жизнь. Даже подарки, даже какие-то волшебники, люди, покровители и так далее, и так далее. Вообще, может быть, даже покровители на самом деле в этот период могут появляться в вашей жизни. И достижения могут быть за счет партнеров, за счет коллективов, за счет сообществ, за счет людей, с которыми вы в союзе. То есть, может быть, даже вступление в какой-то союз, который приносит вам пользу. В этом же промежутке времени, 12 августа, будет солнечное затмение в вашем 11 доме гороскопа, как раз где Юпитер. В целом, опять же, повторюсь, про затмение я буду всегда снимать отдельное видео, но солнечное затмение в 11 доме гороскопа, в доме наград, достижений, исполнения желаний, дополнительной прибыли, это период кардинальных перемен по финансам. Это может быть какая-то крупная выплата, какая-то крупная прибыль, вхождение в какой-то новый коллектив, исполнение какого-то желания, постановка какой-то цели и так далее, и так далее. А 28 августа 2026 года будет лунное затмение в вашем 6 доме гороскопа. Опять тенденция на перемены по работе, опять тенденция на то, что может быть взаимодействие с судебными органами, спорт, режим, рутина могут меняться, могут быть кредитные вопросы тоже. Все в таком роде. С 31 октября 2026 года по 25 ноября 2026 года будет в целом такая интересная история. Ненадолго, меньше чем на месяц, Кету и Юпитер соединится в вашем 12 доме гороскопа. Потом Кету у нас зайдет в ваш 11 дом гороскопа, а Юпитер останется в вашем 12 доме гороскопа. В целом, на самом деле, это может быть такая история. Кету у нас связан с прошлым. Планета, которая как бы кармический хвост. То, что мы там в прошлом заслужили, либо с кем мы в прошлом взаимодействовали, это может к нам в жизнь вернуться на какое-то время. И здесь может быть связано это возвращение в прошлое с партнерством, прошлые клиенты, прошлые бывшие муж и жена, бывшие парень, девушка, бывшие коллеги, бывшие одноклассники, такие вот люди. И точно так же какое-то прошлое, связанное с тем местом, где вы когда-то жили, либо с вашей прошлой машиной какие-то истории могут всплывать, либо с вашей прошлой квартиры какие-то истории могут всплывать. Но это вот тенденция по Кету и Юпитеру. Про Юпитер я буду отдельно рассказывать. И какие-то крупные расходы тоже могут быть, но и крупные какие-то в зарубежных странах, либо в других городах. Крупные финансовые сделки тоже. Юпитер в целом в 12 доме способствует большим тратам на самом деле. И давайте сейчас будем говорить про тенденции по Юпитеру. Значит, с 31 октября до февраля 2027 года Юпитер будет в вашем 12 доме гороскопа. Но то, что я вам сейчас буду рассказывать, это опять же такая зыбкая история, не постоянная, потому что 3 года, 25, 26, 27 год, я считаю, что это 3 года, когда очень сложно получить что-то с первого раза, добиться своего с первого раза, достигнуть цели с первого раза, и нас постоянно как будто вводит по кругу этими транзитами. Почему? Я из видео в видео об этом рассказываю. Цикл Юпитера, то есть транзит по одному знаку, около года обычно. И значит, до 25 года Юпитер у нас шел себе спокойненько, практически год по Тельцу. До этого он шел год по Овну. А в марте 25 года Юпитер зашел в ваш 10 дом гороскопа и отправил вас в решение вопросов, связанных со статусом. И вы, наверное, начали задумываться до октября 2025 года о том, чтобы поменять статус в отношениях, что-то может быть по недвижимости, транспорту порешать, что-то может быть связанное с работой порешать. И это было у нас март
октябрь 2025. До октября. И как бы не разгонишься, потом Юпитер у нас ушел сюда, в 11 дом гороскопа, буквально до декабря. Октябрь-декабрь. И сместил фокус нашего внимания на какие-то вот коллективы, возможно, зарабатывание денег, какие-то, может быть, конкурсы и так далее, и так далее. На буквально 2 месяца. Позанимались, Юпитер возвращается в декабре в ваш 10-й дом гороскопа. Опять возвращаемся к вопросам статуса, опять возвращаемся к вопросам чего-то для недвижимости, транспорта, какое-то узаконивание и все в таком роде. Полгода занимаемся, это как бы финальный этап, закончили, вернулись опять в эту тему сообществ, тему подарков, тему наград каких-то, тему, возможно, исполнения желаний за счет других людей, вхождения в какие-то сообщества и так далее. Побыли тут. Юпитер заходит в ваш 12-й дом гороскопа, тенденции я про это буду рассказывать. И здесь он до февраля, то есть, по сути, ноябрь, декабрь, январь, февраль, 4 месяца, потом Юпитер хоп, опять уходит сюда. Здесь все, что вы здесь планировали, вы здесь, может быть, что-то один раз сделаете. И может быть то, что вы будете планировать по этому Юпитеру, либо делать по этому Юпитеру, оно временно. Может быть вы это сделаете, но вам придется повторить это еще раз. А может быть вы будете делать, не доделаете, потому что Юпитер уйдет в ваш 11-й дом гороскопа, потом опять перейдет сюда. То есть в 2026 году Юпитер зайдет в ваш 12-й дом гороскопа, и в 2027 году он опять будет возвращаться в ваш 12-й дом гороскопа. То есть либо вы 2 раза это сделаете, либо с первого раза у вас не получится. И значит, что у нас здесь происходит? Это переезд для многих дев, потому что у нас будет двойной аспект Сатурна и Юпитера на 4-й дом гороскопа. Либо это переезд, либо продажа квартиры, либо продажа машины. Это такие очень важные, то есть смена места жительства, смена квартиры, смена машины. Это самые яркие указания на транзит Юпитера. Но опять же, повторюсь, что возможно, это будет в планах и получится не с первого раза. Либо, возможно, вы переедете, вам там не понравится, вы переедете еще раз. То есть через полгода буквально вы опять вернетесь к этой теме. То есть то, что вы будете делать, скорее всего, вот здесь вот по этому Юпитеру временно. Вообще вот этот транзит Юпитера по 12-му дому гороскопа, как управитель 4-го дома места жительства и транспорта, это такой транзит дауншифтинг. Уйти, переехать в деревню куда-нибудь, часто такое встречается, переехать на дачу, переехать куда-то на зимовку, уйти куда-то вот так, чтобы меня никто не видел, не слышал, и пожить где-то в отдалении. Но это еще на то, чтобы переехала ваша мама, например, и приехала к вам, потому что мама как бы поехала и вот аспектирует вас. На то, чтобы приехала к вам мама ваша пожить на какое-то время. Еще одна тенденция на то, чтобы съехаться с партнером, либо совместно с партнером куда-то переехать. Для тех, кто не в отношениях, знакомства, в поездках, в больницах, за границей, в монастырях, в санаториях, в таких вот закрытых организациях, в пансионатах. И для дев на самом деле это очень такие сильные транзиты на то, чтобы уходить на отдых. Вот этот период, особенно с 25 ноября по февраль 27 года, это транзиты на то, чтобы сфокусироваться на отдыхе и сфокусироваться на детях, на учебе, на творчестве, на каких-то выступлениях, мероприятиях. Тут такая история. Юпитер нас склоняет куда-то к переезду. По Льву это могут быть поездки, связанные с детьми, с деторождением, с учебой, с творчеством, с мероприятиями, выступлениями для некоторых дев. При этом в 5-й дом гороскопа, дом творчества, дом детей, дом обучения, дом мероприятий различных, праздников, отдыха входит Раху. Раху раздувает количество событий по 5-му дому гороскопа, по дому детей, творчества, обучения, мероприятий. То есть
прям мы становимся очень плодовитыми. Может быть, кто-то из дев, например, хочет написать что-то, книгу написать и уезжает куда-то в деревенскую глушь, чтобы закрыться от всех, писать книгу. Либо кто-то из дев хочет родить ребенка, не получается, едет куда-то, чтобы сделать ЭКО в другую страну. Либо кто-то из беременных дев едет в другую страну, чтобы родить в другой стране. Либо кто-то из дев хочет поступить очень сильно куда-то на учебу, едет поступать на учебу в другой город, в другую страну. Либо кто-то из дев очень сильно хочет где-то выступать на сцене, либо приглашают, едет выступать. То есть вот такие вот истории могут быть по этому транзиту Раху и Юпитера. Огромное количество Раху дает тем учебы, конференций, мероприятий, детей, творчества, обучения, естественно. Но и желание детей, кстати, даже может быть желание усыновить ребенка, у кого-то может появиться по транзиту Раху по 5-му дому гороскопа, либо какого-нибудь котенка, собачонка и так далее, и так далее. И при этом Юпитер склоняет вот на какой-то кусочек времени переехать. Но будет, что интересно, что в 2027 году будет Юпитер здесь, а Раху здесь. И это будет тени толкай. Либо общественной жизни, либо каким-то коллективам отдавать внимание, либо своим детям отдавать внимание, либо творчеству отдавать внимание. Но, в общем, эта цель, эта ось будет для достижений. Сейчас вот может быть какая-то подготовка. Я бы сказала, что конец года — это у вас подготовка. Что тут еще интересно, что Сатурн и Кету, ну, вообще скукоживают просто на минимум тему коллективов и кругов общения. Вот это очень тоже частая такая история, но не совсем, конечно, в таком виде, но такая история как бы на то, чтобы менялись круги общения, и они очень сильно сужаются. Я как ведущая этого блога очень сильно печально смотрю на эти транзиты с точки зрения Ютуба, потому что и транзит Сатурна по 7-му дому гороскопа, он как бы снижает количество подписчиков, в том числе я в этом году это очень сильно прочувствовала. И транзит Кету по 11-му дому гороскопа может подчеркнуть этот эффект. И только вот это вот возвращение туда-сюда Юпитера может немножко эту ситуацию сглаживать. Потому что Юпитер все-таки расширяет. Но количество групп социальных, в которых мы состоим, количество общения в каких-то группах социальных, оно может снижаться по этим транзитам. Кету идет по 11-му дому наград, достижений, друзей, сообществ. И как бы сужает, либо мы там как-то тихонечко сидим в этих сообществах, втихаря, либо инкогнито, либо как-то незаметно себя не проявляем, а просто являемся наблюдателями. Кету также может давать тенденцию прятать деньги, выводить куда-то деньги. Но Юпитер в 12-м доме гороскопа будет давать, конечно, склонность к большим тратам, потому что Юпитер — это планета денег, большие куда-то вложения денег могут быть. Но вот Сатурн и Кету как-то очень сильно сужают количество людей в нашей жизни. И тенденция с 25 ноября по 31 декабря, по февраль, вернее, 27 года, это прям вообще уйти на покой, на какой-то, на отдых, на подготовку к чему-то. Возможно, просто выключить все соцсети. Возможно, просто, ну, не знаю, куда-то дикарем уехать. Вот такая вот складывается картинка по этим транзитам, что девы просто как бы уходят куда-то, прячутся. Но, может быть, прячутся. То есть Раху в 5-м доме гороскопа, он просто дает желание отдыхать еще. И может быть это такая история, когда вот вы хотите, вот вы выдохлись после транзита Раху по 6-му дому гороскопа, вы выдохлись. А еще одна, кстати, тенденция такая, то есть Рак ушел по 6-му дому гороскопа, и кого-то из дев вот срочно надо тебе много работать, давай срочно работай, срочно что-то меняй, и все в таком роде. А потом Раху выходит в дом отдыха, и все, не надо тебе так много работать, давай немножко отдохнем. Но при этом Юпитер у нас идет по 6-му дому гороскопа, это
дом работы наших партнеров. То есть, если вы в партнерстве, в браке и личной жизни, то это может быть много работы у партнеров. И, возможно, за счет того, что партнеры будут работать, вы будете больше отдыхать. Либо за счет того, что вы наработались и что-то уже себе наработали, вы тоже отдыхаете. То есть у дев тенденция все-таки к тому, чтобы чуть-чуть уйти на покой во второй половине 2026 года и в начале 2027 года, немножко отдыхать. Потом Юпитер вернется в ваш 11-й дом гороскопа, опять введет вас в какие-то коллективы, опять это подарки, достижения, все в таком роде. Но, скорее всего, в конце 2026 года вы возьмете какую-то паузу на время от каких-то дел. И еще не стоит забывать, что Кету это все-таки планета, которая дает то, что мы заслужили, то, что мы заработали, где-то планета прошлого. Поэтому в 11-м доме гороскопа она все равно может давать какие-то невероятные события с точки зрения достижений, с точки зрения каких-то подарков, то, чего мы не ожидали, не рассчитывали, то, чего мы не планировали, но оно может прийти в нашу жизнь. Либо какие-то старые друзья могут вернуться, кстати, в этом периоде времени. Старые друзья могут вернуться, если вы... И вообще в целом тема дружбы, кстати, может тоже быть очень активна. Тема дружбы, друзей, тема отношений с друзьями. И возвращение в старые отношения. С друзьями может быть такие тоже качели в отношениях, поэтому... Кету может вернуть, Кету как планета кармы, он что-нибудь может возвращать в нашу жизнь, и в транзите по 11-му дому гороскопа в 1,5 года может вернуть всех друзей, с которыми мы расстались там много лет назад. Вот такое вот тоже может быть. Но в целом транзиты второго полугодия не для достигаторства. Вернее, не второго полугодия, а конца года не для достигаторства, а прям вот так вот поехать куда-нибудь в горы отдыхать. Я просто для себя вот тоже смотрю, да, потому что я же тоже себе планирую, я же тоже дева. И вот прям думаю, интересно, что же это такое будет. Главное, чтобы это было запланировано, уход на покой какой-нибудь запланированный, когда ты хочешь куда-нибудь поехать, у тебя есть возможность, и ты лежишь, расслабляешься, дышишь каким-нибудь благоприятным горным либо морским воздухом и отдыхаешь, а не так, что ты поехал вынужденно куда-то в какую-то изоляцию. Но все-таки, с учетом того, что у нас Раху идет по 5-му дому гороскопа, скорее всего, это тема такого творческого временного перерыва, либо тема беременности еще у дев и родов тоже. Беременности тоже может быть. Тема здесь такая, ну, беременность, она может быть либо ребенком, либо каким-то проектом затихариться, чтобы вот что-то создать. И очень сильно, кстати, у каких-то дев может быть такая прям иллюзорная любовь в 2026 году, в конце 2026 года, в начале 2027 года. Иллюзорная любовь, влюбиться в кого-то или какой-то бывший может вернуться и будет баламутить воду. Поэтому тоже будьте аккуратны в отношениях. Может быть много иллюзий, потому что Раху по 5-му дому гороскопа, по дому влюбленности, он может давать желание вот свиданий, развлечений, влюбиться, вот пощекотать себе нервы чувственно. И Кету как раз-таки там с Юпитером, когда будут соединяться, они могут нам подкидывать какие-то варианты из прошлого особенно. Но Нептун еще идет по 7-му дому гороскопа, который тоже такую иллюзию добавляет. Поэтому будьте бдительны. Вот так, мои дорогие друзья, такой у нас с вами был прогноз на 2026 год для дев, восходящих, лунных и солнечных дев. Пожалуйста, не забывайте ставить лайки, это очень помогает продвижению канала, продвижению видео. Пишите ваши комментарии, какие у вас планы на год, и в целом, если это видео было вам интересно, пришлось по душе. Ну и если вы еще не подписаны на этот канал, то, конечно же, приглашаю вас подписываться. И до новых встреч. Пока-пока.